Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Metal Gear Solid, первую часть. Мы находимся не в ангаре, на складе. Здесь мы в последней серии разобрались с Вулкан Рейвеном. Это была эпичная битва, на мой взгляд. Еще один противник мертв, и, как видите, еще один противник был далеко не так прост, как казался изначально. В общем, казалось бы, огромный амбал, тупой как пробка. На деле человек оказался очень умен и реально вызывал своими поступками и словами уважение. Но нам в итоге надо двигаться дальше. Где-то здесь, в этом хранилище, находится Metal Gear. Собственно, огромная боевая машина, которая представляет огромную опасность. Поэтому нужно как-то со всем этим разобраться. Я, кстати говоря, уже почитал комментарии про управление, где мне полностью объяснили, как что переставить на аналоговый, но я настолько привык уже к этой кривой крестовине, что я думаю, в принципе, будем так играть. Почему бы и нет? Так, хорошо, с какой стороны я иду? Сейчас что-то я путаться начинаю, потому что не играл уже довольно долго. Пару-тройку дней. Так, у нас теперь есть карта 7-го уровня, и надо быстрее убираться отсюда, потому что тут у нас припасы замерзают. Это вообще очень странно. Допустим, пайки могут замерзнуть, если мы их не храним вот так вот, близко к телу называется. Давайте двигаться. Я надеюсь, это та сторона. Кстати, да, это она. Вы видите, сколько там? Офигеть. Интересно, здесь есть какие-нибудь мины? Мин нет, но заманух хватает. Так, ладно, хорошо. В четвертой части, кстати, еще один мини-спойлер такой. Мы попадаем на эту локацию, где-то здесь есть спуск. Очень интересно спустя 10 лет бегать по тем же местам, по уже заброшенной базе. Япона, мать. Кто-то явно тут помешан на охране, на безопасности. А вон там наверху, наверное, что-то хорошее лежит. Но, блин, елки-палки. Сколько у нас EMP-то? По-прежнему что-то непонятное происходит с Наоми, что-то непонятное происходит с Миллером, нашим мастером. Ладно, побежали. Ребята, нужно действовать очень быстро, потому что если я начну стрелять, это будет полная лес капут. Так, ракеты. Хорошо. И, в принципе, тут, как я понимаю, больше ничего нет, поэтому... Ну, ладно, не успел взять. Хорошо, сейчас я хочу прозвониться вообще всем, что они думают по поводу всего этого. Потому что вон там стоит Metal Gear. Кэмпбелл. Многие говорят, что он мутит, я с ними согласен. Snake, if it's about Naomi, I'm looking into the matter right now. Give me a little more time. Where is she? She's still sleeping. I can't believe it. First, the DARPA chief turns out to be an imposter, and now Naomi. What the hell is going on here? I suppose you're going to tell me you don't know anything, right? I'm sorry, Snake. A madman is threatening the world with a nuclear weapon. I guess that's what I should worry about now. Это да, инструктор. Ох, инструктор. Snake, I'm sure that woman calling herself Naomi is some type of spy. And now I'm starting to think that Campbell might be hiding something too. Don't trust him. Отлично. Так, ну этот явно дело не позвонит нам, то есть трубку не возьмет. Конечно. Наташа, что ты мне расскажешь? Она мне, наверное, сейчас расскажет про EMP-гранат, который у меня в руках. That stuff that is flowing in those ditches on the first floor must be radioactive nuclear wastewater. You better stay away from it. You are already exposed enough just by being in that area. Any further exposure could be fatal. That place does not have a nuclear processing facility. It must be some other kind of nuclear material that is leaking, besides the dismantled nuclear warheads. Probably spent nuclear fuel or something. Отлично. Теперь получается тут еще и радиация, и скоро мы будем светиться, как те гули из Fallout. Атакон, скажи что-нибудь позитивное. I don't know anything about Dr. Naomi, so there's not much I can say. But Snake, I think you'd better leave that to Colonel Campbell. Don't you think you'd better just get to the control room? Хорошо. Так, Мэрил, конечно же, не возьмет. Очень многие писали, что я не уделяю достаточно внимания Мейлинг. Мейлинг, по сути, это сейф. Но она временами говорит очень интересные вещи после сохранения. Поэтому давайте сохранимся заодно. What can I do for you, Snake? У нее там все на философии. В принципе, разговор на отвлеченные темы, но иногда помогает отвлечься, особенно в нашей ситуации.
In China, they say, the snake, knowing itself, strikes swiftly. It means that if you have confidence that what you are doing is part of your true nature, there should be no hesitation. I don't know whether your orders are in your true nature or not, but, Snake, believe in yourself. Вот какая молодец. Хорошо. Так, возьмем-ка мы соком. И давай потихоньку двигаться. Я уже, кстати, запускал вторую часть. Спасибо всем людям, которые прислали мне настройки на эмулятор. После первого она, конечно, выглядит, да, прикольно. Мы начнем сразу после второй на следующий день, так что не волнуйтесь. Это будет очень круто. А после второй третью. А после третьей четвертую. А после четвертой Писвокер. Вот это дура, да? Просто офигеть. И это, я считаю, самый красивый Metal Gear серии. Их много разных в разных частях серии, но обычный Metal Gear, вот этот, это реально внушающая машина. Так. Нам наверх надо вообще. Пошли наверх. Здесь, я так понимаю, нам внизу еще придется побегать. Просто есть у меня такое что-то в воспоминаниях. На самом деле, я финальную часть игры очень плохо помню. Я помню сюжет, но игру нет. It's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Он же хакер. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Ладно, а мы пока будем заниматься своим делом. Блин, я забыл управление, просто вообще пипец. Камера глушится, поэтому нужно быть осторожным и сразу все осматривать. Капец, ну вот это вот дура. Вот на такой бы я реально вот в Уфе по пробкам ездил с утра. Что, кто там еще? Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Отлично. Подозрительно. Никого нет. Никого. А вон там уже у нас находится комната управления, насколько я понимаю. Для этого нам нужно будет перейти через Metal Gear по нему. Сначала посмотрим, что у нас здесь, конечно же. Так, ну вроде как ничего особо нет. Зато есть граната. Электромагнитки нам всегда пригодятся. Так, а ну-ка, подожди, там кто-то ходит? Да, ходит аккуратно. Это мы с той стороны сейчас зайдем и грохнем его. Вообще приятно видеть, насколько много людей в комментариях реально не знали про эту серию. Ну, то есть знали про нее, но как-то такие, старье, да кому она нафиг нужна? И обходили ее стороной. И видно, что люди в комментариях реально нравится, реально вот это вот просто поддержка и вообще там обсуждение каждой серии в комментариях. Это очень дорого стоит. Давненько такого у меня на канале не было. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What?
The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. О, проблема. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Такие дела. Серьезные проблемы. Все очень плохо. Посмотрите, кто же у нас там такой. Так, для этого нам пригодится бинокль. Оцелот. Ликвид. Что-то обсуждает. Казалось бы, достань снайперскую винтовку, но стекло там армированное, поэтому нифига не получится. Хорошо, давайте двигаться. Тут надо быть уже осторожным, потому что где-то здесь солдат ходит, как и помню. Так, спокойно. Сейчас он один же вроде. Ну, если он один, то мы его подождем сейчас просто. Совершенно без полета. Я помню, я когда играл, вот, не знаю, сколько это было там, пипец как давно, короче говоря, я это место реально проходил на автопилоте. Я бежал тут, резко ложился, в самом моменте, когда спускаешься, он еще не успевает уйти, ты ложишься и стреляешь в него из снайперки. Никакой тревоги, все окей, и все довольны. Ой-ой-ой, что-то меня трясет так, блин, я и забыл, как тут тяжело стрелять со снайперки. Вот и все. Никто ничего не слышал. Так, хорошо. Там один, я надеюсь. Сейчас окажется, еще кто-то был. Это будет очень смешно. Алло? Snake! Did you find it? No. I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought.
I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Такие дела. Блин, ну, с другой стороны, елки-палки, я тут в середине уже подхожу к центру управления, и он звонит, рассказывает мне про не самую важную информацию. А то, о чем можно порассуждать уже потом. А интересно, я отсюда смогу попасть? Нет, нет. Ладно, не буду ломать нить сюжета. Я спалился. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die. It killed Octopus and the Armstech president. Вот что произошло. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox-Die was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. Well, he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the genome soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money,
The world will be ours. What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Arms Tech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her Мэрил live. жива. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different Ох, сейчас temperatures. побегать придется. The key Я is начинаю made out of вспоминать. it. This card key? Yeah. The card key Скоро changes shape поймете. at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! Короче, просто... Снейк, ты просто, я не знаю, как тебя назвать. drainage ditch. Snake, this is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Сейчас будем искать карту. При всем при этом у нас тут реально сейчас тревога. И, кстати, вы слышали, что все на этой базе... Палим. Все на этой базе, включая и всех злодеев, и всех солдатов, и Солида, собственно, заражены вирусом Фокс. Да, именно он убивал Бейкера и остальных людей. Так, что-то все, за мной не идешь. Короче говоря, карта упала куда-то вниз, и нам нужно теперь ее найти. Товарищ там... Пусть дальше меня ищет. И после этого карта, она действует в 3 температурных режимах. В обычном, мы сейчас ее найдем. Нужно будет ее вставить сюда в компьютер. Потом нужно будет найти какое-то очень холодное место. Потом какое-то очень горячее. Ну, вы поняли. Так, а внизу она... Я что-то вообще не помню где. Кстати говоря, по-моему, она при каждом прохождении в разном месте лежит. Хотя могу ошибаться. Так, автомат лучше убрать.
Сейчас будем ее искать с помощью, я не знаю, тепловизора, может, или миноискателя. Да. Хорошо. Мне кажется, миноискатель. Видите, вот тут трубы вентиляции, по ним можно увидеть, как ползают крысы. А крысы уже заточили нашу карточку, поэтому нужно будет их найти. Водичка, как вы помните, не очень хорошая, не очень приятная, поэтому нужно действовать побыстрее. Как мне это сделать? Хорошо, что я получил? Ой, я получил бомбу. Это было очень... Так, кто звонит? Snake, did you find the key? Это ты ее послал, It's верно? not here. Don't be ridiculous. You saw it fall into the drainage ditch, didn't you? The drainage ditch. Isn't there something odd about it? No. There are a lot of big rats, though. That's it, Snake. A rat must have eaten it. Now who's being ridiculous? No, I'm right. There's no other possibility. Rats eat all sorts of things. There's nothing unusual about that. Такие дела. Кто-то положил бомбу в крысу. Я не спрашиваю, как Снейк ее выковырял оттуда. Не знаю, порвал крысу просто в клочья, наверное. Но в итоге там была бомба вместо карты. Значит, нужно найти другую крысу. Давайте сбегаем туда, посмотрим. Здесь у нас ничего нет. Пайков хватает, жизни очень медленно уходит, так что все нормально. Так, ну что, где-то может быть. Давайте включим тепловизор и посмотрим сразу, что тут лежит. Еще что-то есть. Ладно, крысы-то нет. Что нам по этому поводу скажет, допустим, Кэмпбелл? Snake, get that card key back from the rat. Why don't you watch its route and set up a trap for it with the C4 or something? А, можно даже так? Окей. Хорошо, но это, я так понимаю, где-то здесь, внизу только. В других местах она не ходит, крыса. Так, ладно, сейчас найдем искатель. Блин, потерял. Не наблюдаю. Короче говоря, вот этот момент с картой тихо-тихо идет. Это самый парный момент в игре, потому что здесь приходится совершать очень много реально странных действий. Да. Мать твою, убежал. Давай, стой. Окей, я понял. Нужно ее, короче, мать. Поставим сюда. Поставим тут, она выходит у нас, да? Ставим сюда мину. О, все, поймалась. Вот и ты. Это было довольно просто. Самые проблемы только начинаются. Так, хорошо, сейчас мы вставим обычную карту. Карту CTD. Где она? Устройство аварийного. Видите, какой на ней символ? Это обычный температурный режим. Пойдем наверх. Побегать придется. Сейчас нам нужно будет после этого пойти на тот склад, где мы воевали с шаманом этим, Вулкан-Рейвеном. После этого очень быстро бежать, потому что если она успеет прийти в обычный температурный режим, то придется проделать все по новой. А горячий, насчет горячего я не помню. У нас в самом начале второго диска был этот момент, где там плавильня какая-то была. Наверное, туда. Так, карта. Товарищ подходит. По-прежнему ходит по тому же маршруту.
Блин, вот эта камера вообще не помогает, да? Посмотрите, это же капут просто. Так, тут дофига всяких камер, надо глушить. Окей. И по бырику. Да. Хоть что-то пошло так, как надо. Okay, that takes care of PAL code number 1. Now, PAL number 2, freeze the key. Хорошо, придется довольно далеко идти вниз. Что-нибудь есть еще? Вроде не видать. Ладно, ходим. Окей, только посмотрим. Блин, рацион надо взять. Эх. Это нам явно пригодится в последующем. Так, и сейчас всю эту дорогу. Ну, по сути, не так далеко идти, но опять чисто зал с этими со всеми. Как вы помните. Где он? Солдат. Солдат вон. Блин. Со всеми этими пушками на стенах. Ну, в принципе, пока есть стенки гранаты, то волноваться особо по этому поводу не стоит. Первое время, вот когда первый раз играешь, вот, по сути, вдумайтесь, это же офигеешь, не очень очевидно, как все это делать. И просто думаешь, не понимаешь, куда идти, при том, что вся база в распоряжении. Мы вот сейчас, допустим, можем прийти на самое начало, где мы начинали, там, на этот склад. То есть на вертолетную площадку. И как и что делать, я там несколько раз пробегал, пока не понял, что, по сути, все довольно очевидно. Ну, я еще тогда играл в английскую версию и не очень хорошо понимал английский на тот момент. Сейчас мы позвоним Атакону, спросим у него, что нам что подскажет. Ну, типа, мы не знаем. Next, you've got to cool the card key. Where should I do that? This is Alaska. Go outside. It's cold everywhere. But you're close to the warehouse where you fought Raven, right? That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. That key is actually an IC card. Its connector pins and main body are made of a shape memory alloy. It's designed so that unless it's been changed to the correct shape, it won't be recognized by the PAL code input terminal in the control room, and the detonation code won't be entered. Погнали. Короче говоря, интересные детали выяснили мы из того диалога этих двух мерзавцев. Во-первых, Мэрил жива. И так как вы помните, там Даша постаралась с этим электрическим стулом. Я бы, честно, не смог, наверное. Короче, концовка у нас получится вполне себе неплохая. Во-вторых, вообще все на базе заражены этим Фоксдаем. Именно поэтому все погибают. Собственно, зараженный Снейк. И злодеи. Что-то там говорили про то, что сначала пожилые мрут, потом уже все остальные. То есть мы на очереди. Так, хорошо, и теперь давайте ее охлаждать. Ее не обязательно держать в руках, но я буду смотреть. Это займет некоторое время. Надеюсь, по-моему, уже ходят какие-то люди. Нет? Посидим, пока прижимаем, чтобы не мерзнуть, потому что можно простудиться. И тогда, в принципе, нам придется это лекарство использовать. А еще его можно использовать, если ты сдался во время того допроса, во время пыток на электрическом стуле, то персонаж твой будет простуженный. Типа тоже еще одно наказание тебе. Он будет постоянно чихать, а за этого палиться. Нужно будет принять это лекарство. Иначе до самого конца игры ты будешь постоянно так кашлять. И чихать. Так, ну чё? Пока ничего.
Самое интересное, когда мы будем нагревать эту карту, мы будем все равно пробегать, как вы понимаете, через это место. Нужно бежать очень быстро, потому что если что, то придется... мы получим еще раз охлажденную карту. Да, быстрее. О, холодно. Надо меньше пить. Надо меньше пить. Выдам. О, готово. Можно двигать обратно. Только по-быстрому, потому что она очень быстро придет в обычное состояние. Особо нигде не задерживаясь. Пошел. Хорошо. Я думаю, нам одной даже хватит. Да-да. Так, ну, короче говоря, это, по сути, уже предфинишная черта, и я думаю, где-то к следующей серии мы уже закончим игру. Потом возьмемся за Metal Gear 2. По сюжету осталось еще, реально, было очень много интересных открытий. И даже после всего этого, сейчас мы уже знаем, что сюжет не такой простой, как казался. То есть пипец какой непростой сюжет. Но вы даже половину деталей пока не знаете. Открытий чудных еще. Полная попа огурцов, как говорится. Некоторые люди офигеют. Так, быстро спускаемся, глушим этого солдата. Короче, все делаем, как я рассказывал. Стане. Так я и делаю. Второго вроде нет, но тут со временем, что-то если мне память не изменяет, а она мне, по-моему, изменяет, со временем будет ходить больше. Пока вроде нет. И самый прикол, когда вот так вот добегаешь и в последний момент видишь, что карта, она, оказывается, уже все, нужно по новой бежать. Я думаю, у нас такого не будет, потому что я бегу неплохо, в принципе. Сегодня у нас все получается. Окей. Так, это нам сюда. Блин. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Самый сложный. Так, хорошо, убираемся отсюда. Солдат, интересно, будет там, нет? Я так понимаю, каждый раз, когда на локацию заходим, появляется. Ну да. Его проблема. Хорошо. Так, ну что, нас ждет долгая дорога. Давайте на этом прекратим. В следующей серии направимся, собственно, туда, к этой сталеплавильне, что там такое, центр переработки какой-то. Дорога, в принципе, долгая, но где-то минут, наверное, на 5-10. И потом в итоге будет уже финал, насколько я помню. Это все мы увидим в следующей серии. На сегодня давайте прекращать. Пишите в комментариях там свои теории, как там все это кончится, потому что это реально интересно читать. Вообще, комментарий к серии Metal Gear, по-моему, самый интересный за очень долгое время, потому что реально ничего такого сюжетного мы очень давно не проходили. И это очень дорого стоит. Спасибо, что пишете, спасибо, что смотрите. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.